Однажды я был свидетелем такого разговора двух молодых ребят. Один спрашивает у другого: слушай, а там вот последний, какая у нас программа? А тот отвечает: да, ну как все обычно, говорит. Там стол вначале будет, потом покаяние будет нас призывать. Знаете, я хочу всем вам сказать, покаяние вас никто призывать сегодня не будет. По одной простой причине. Знаете, по какой причине? Потому что вы сами знаете, что вам нужно в жизни сделать. Но перед тем, как мы еще раз помолимся, я хотел прочитать один интересный отрывок. Вы можете запомнить, это такая глава интересная, 33 глава книги пророка Иезекииля. Конец этой главы. Послушайте очень внимательно слова. «А тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому: брат брату, пойдите послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают твои слова, но не исполняют их». На самом деле это очень печальное слово было Бога к пророку своему. В чем была проблема? Это не были люди, которые были далеки от Бога и ничего не знали. Это были те люди, которые очень много знали о Боге. И именно к этим людям Бог послал своего пророка, чтобы он этим людям сказал волю Божию. Но отношение к словам, которые произносил Иеремия, было, как мы уже сейчас слышали, они воспринимали его как какого-то забавного певца, который красиво говорил, что-то приятное для них делал, но выводов никаких из этого не делали. Мне бы очень хотелось, дорогие друзья, дорогие подростки, когда вы уедете домой, и чтобы в целом для вас форум этот не был вот как проповедь Иезекииля для евреев, что здесь выступали забавные певцы в лице братьев, которые приезжали и что-то вам хорошее говорили. И не только здесь, там еще в кабинетах. Вы слышали, вам было приятно быть вместе. Но когда вы уедете, друзья, или даже когда вы слушали эти слова, что происходило в сердце вашем? Извлечете вы из того, что здесь было, выводы серьезные в жизни, и они помогут вам дальше идти по правильному пути, по верному пути? Или вы будете воспринимать слова проповедников, друзей наших, гостей, как что-то забавное, как какие-то приятные песни для себя, после которых нет никакой перемены в жизни? Я хотел еще один текст прочитать, он в этой же книге написан. 1 глава. Перед тем, как дать эту миссию и поручение к этому народу пойти, Бог заранее говорит этому пророку такие слова: «Встань и пойди к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать, или не будут?» А вот в той главе, которую мы прочитали с вами выше, последний стих звучит так: «Когда сбудется, и вот уже сбывается, тогда узнаешь, что среди них был пророк». Очень часто, дорогая молодежь и подростки, полезные вещи приходят в жизнь спустя длительное время. Очень много правильных выводов мы делаем тогда, когда что-то неприятное в жизни происходит. Когда какая-то трагедия случается, когда падение в жизни, когда грех как пучину увлекает человека и калечит его,
И только потом мы вспоминаем приятные минуты, которые проводили вот на таких общениях, слышали что-то доброе и начинаем говорить, как было бы здорово, если бы я тогда послушал. Как было бы здорово, если бы я тогда правильные выводы сделал. Поэтому, дорогие мои, к покаянию никто вас призывать сегодня не будет. Потому что покаяние – это тот шаг, который вы должны сделать самостоятельно, и вы знаете, что его нужно сделать. Не превратите форум, который был, как что-то забавное и приятное для вас, как некую такую молодежную христианскую тусовку, где вы были вместе, и вы просто прикалывались здесь. Вот то семя, которое было посеяно, понесите его с собой. Не позвольте хищным птицам, суете и разного рода препятствиям похитить это семя. Мы помним о семени, которое было посеяно при дороге, налетели птицы, поклевали. Было семя, которое очень быстро начало давать всходы. Это то семя, которое было посеяно на камне. Я знаю многих молодых ребят, которые бурно начинают христианскую жизнь. Они впрягаются, кажется, вот до конца жизни будут такими. А потом скажешь, год прошел, второй год прошел, и спустились, и ничего нет. И как будто вот тот шарик, который был надут очень сильно, но он все меньше, 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 ничего от него не осталось. Там корни пускать не было. Там камни находятся под поверхностным слоем почвы, и жизни там нет никакой. Понимаете, друзья? Вот каждый из вас знает, какая почва сегодня в душе. Вы позволите этому семени прорасти? Оно найдет место в душе вашей, если вы понимаете, что там камень, тот камень, который нужно еще так взрыхлить, так его раскрошить, чтобы там хотя бы какая-то жизнь появилась. Я не питаю иллюзий, что каждый из вас все правильно понял на этом форуме и выводы верные сделал. Но я отношусь к этому событию, вот как к этому посланничеству Иезекииля. Ты все равно говори. Ты говори для них слово мое. Будут они слушать или не будут. Но чисто по-человечески очень бы хотелось, чтобы вы слушали Божье Слово. И чтобы из вашей жизни сатана не сделал посмешище. Чтобы вашу жизнь он не искалечил. Не превратил в что-то мерзкое, отвратительное. А чего вы сами будете страдать. Я хочу всему это пожелать всем девушкам и ребятам, которые здесь. Вы надобны Господу. Бог сегодня, вот так вот представьте, проходит здесь мимо ваших столов. Он заглядывает в сердце каждого парня и девушки. И Бог это не человек. Он раскрывает всю подноготную жизнь нашу. Он видит, что происходит в вашей душе. И Он ищет, тот ли вы человек, который можете встать сегодня на то место, где вас Бог желает видеть. Вы сегодня видите, как погибает молодежь, с кем вы живете и дружите. Как сегодня грех просто чудовищными шагами он захватывает это молодое поколение. Как много сегодня погибает в наркотиках людей. Как много сегодня ребят начнут спиваться, курить. Разные зависимости одолевают людей. И не буду о них говорить, вы сами слышали сегодня. И Бог сегодня смотрит на вас. Ты ли тот человек, который могут послать в это общество, к этим ребятам, которые могут на тебя посмотреть и сказать, что да, вот этот парень или девушка живет другой жизнью. С него стоит взять пример. Или мы сами будем подобны вот тем расслабленным, которые ничего не могут сделать, если нас самих туда не приволокут, не притянут, чтобы что-то с нами Господь Иисус сделал. Я помню, когда мне было 16 лет, мне мама написала такой стих. Я не знаю, кто автор этого стихотворения, но такое четверостишье я помню. «Будьте юношами теми, о каких писал Иоанн, и служите перед всеми даром тем, какой вам дан. В вашей жизни пребывает Слово Божье, мощный меч. Так всегда да возглашает в вашей жизни Божья речь». Говорите сегодня Божьи слова. Живите сегодня Божьими словами. Питайте себя, своего внутреннего человека, Божьим Словом, общением с Господом. И только тогда вы будете сильными,
способными противостоять этому миру и быть другими людьми, не похожими на других. И вы не бойтесь этого отличия. Быть другим, не таким, как все, это здорово. Это только потом, может быть, до конца оценивается вами. На начальном этапе жизни, когда тебе не хочется отличаться от всех остальных, тяжело выдержать эту дистанцию. Тяжело устоять. Но когда вы устоите и победите, дальнейшая жизнь, она расставит многие вещи на свои места. Буквально 3 дня назад у меня ВКонтакте вышла моя одноклассница. Я ее не видел вот уже с окончания школы, 88 год. И тут вдруг она попросилась ко мне в друзья, и мы стали немножко переписываться с ней. Я пишу ей, расскажи о жизни своей, как у тебя жизнь сложилась. И вижу, что она не хочет мне писать. Она все спрашивает меня, на свою фотографию, какой ты Саня, что ты сейчас делаешь, можно ли тебя спросить благословение. Но я потом все-таки наставил, говорю, Таня, ну напиши, как ты живешь, как у тебя жизнь сложилась. Знаете, я получил такое горестное письмо от нее. У нее жизнь никак не сложилась. Она очень рано вышла замуж, рано после окончания школы, лет в 17-18. Сегодня брак у этого человека распался. И сегодня одно пепелище в жизни. И она пишет, я так благодарна Богу. Вот, когда я создавала страничку ВКонтакте, я просила Бога, чтобы мне попался такой человек, который бы помог мне разобраться в моей жизни. И она много-много вопросов сейчас задает в письмах. И я от нее узнал, что мои 2 одноклассника уже умерли от пьянки. Один совсем недавно утонул тоже от пьянки. И я понимаю, это трагедия, которая сегодня, вот грех, он косит людей тысячами. И не хочется, чтобы вы в числе этих людей были. Но чтобы вы были победителями, были воинством Христовым. И чтобы каждый из вас сегодня, просто вот так вот представляю, не знаю, может быть, мечты мои такие нереальные, но я так бы хотел, чтобы каждый из вас был употреблен Богом в каком-то очень важном деле в служении церкви. Может быть, кто-то из вас в будущем начнет организовывать такие форумы, может быть, даже еще лучше во 100 раз. Может быть, кому-то Бог покажет другое, еще более прекрасное служение. Но начинается, друзья, это все сейчас. Вы знаете, когда Иисуса принесли в храм на благословение, кто его взял в руки, кто помнит? Его взял один дедушка старенький, как его звали? Симеон. Так вот, когда он его взял, он Марии очень важные слова сказал. Он говорит, вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Оно так и есть сегодня. Для кого-то Иисус сегодня самое мощное и правильное основание в жизни, а для кого-то Иисус сегодня предмет споров бесконечных, доказательств и так далее. Решите для себя сегодня в жизни вашей, кто для тебя Иисус Христос. Это тот младенец, который в яслях родился. Сегодня мы, вспоминаем об этом. Или это Господин жизни вашей, который имеет владычество над всеми сферами вашей души. Недавно разговаривал с одним человеком, который сказал мне, я на этом форуме понял, что дальнейшие вопросы жизни не решать пока рано. И почему? Мне нужно еще покаяться. Потому что я только сейчас, находясь здесь, понял, что не вся моя жизнь подчинена Богу. Есть те уголки души, есть те комнаты в моей жизни, которые Иисусу Христу не отданы. Там Господь не живет. Я говорю, а кто там живет? Там живет грех. Грех, который мучает меня сегодня и не дает мне полноценно служить Богу. Примите Иисуса Христа в свое сердце, сделайте Его владыкой жизни своей. Божьих вам благословений. Если даст Господь нам дожить до лета, мы, наверное, вновь соберемся. Но время очень быстротечно. И вы знаете, я замечаю, что не всегда мы собираемся в том составе, в котором разъезжаемся. Вы подрастете. Вы ведь сами замечаете, что сегодня с вами не те, которые были в прошлый раз. Вы
Вы уже летом видели, что не было тех, которые были прошлым летом. Но над каждым из этих людей, кто когда-то был рядом с вами, работают две силы. Кому человек отдает приоритет? И вы прекрасно знаете о некоторых из них, о которых Павел тоже писал, что поступают как враги креста Христова. Их Бог чрева и слава их сраме, они мыслят о земном. А когда-то были с Богом. Выбор этот, друзья, делайте вы каждый день. Я хочу пожелать вам его сделать однажды окончательно всю жизнь и держаться этого избрания до самого конца вашей жизни. Аминь. Аминь. Я хочу за вас помолиться. Господь Отец Небесный, я от всего сердца благодарен Тебе за этот форум, за возможность быть рядом с молодежью, с подростками. И молюсь, Господь, о каждом из них сегодня, потому что судьбу, переживания, интересы Ты знаешь больше, чем кто бы то ни было. И я молюсь, Господь, чтобы каждый, кто присутствовал на этом форуме, кто слышал Твое живое слово, однажды в жизни своей принял твердое, бесповоротное решение посвятить жизнь свою Тебе, впустить Тебя в свое сердце, позволить Тебе родиться в нашей жизни. Я молюсь, Господи, чтобы этот выбор был сделан осознанно, с пониманием, и чтобы в этой жизни, Господи, Ты мог прославиться еще. Благослови восхождение, благослови дорогу, друзей моих, кто куда поедет. Благослови дальнейшую учебу, жизнь в семье, вне семьи. Где бы они ни находились, Господи, пусть Твоя милующая рука, рука благодати Твоей, она пребудет над ними. Я молюсь, Господь, чтобы то семя Слова Твоего, которое было посеяно в их сердце, чтобы оно пустило корни. Чтобы каждый из них не просто провел здесь время, но чтобы проведенное здесь время произвело реальные перемены в их жизни. Прошу Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, продолжаем учить.